Посреди Селигера, на островке, прибившемся близко к суше, стоит монастырь. Если посмотреть на него издалека, с воды, кажется, что он плывет. Это знаменитая Нило-Столобенская пустынь, основанная в конце XVI века на острове, на месте, где жил отшельником преподобный Нил Столобенский, один из почитаемых русских святых. Монастырь стоит на острове, на который ведет дамба и мост, а прямо перед мостом довольно просторная парковка. От нее мы и идем к Светлицкой башне, именно через ее ворота все и попадают на территорию монастыря. Прямо у входа статуя святого Нила Столобенского. Он стоит на фоне грандиозного Богоявленского собора. Между прочим, именно такой собор мы могли бы видеть в Петербурге, на месте Исаакиевского, если бы победил этот проект архитектора Шарлеманя. Но и здесь, на просторах Селигера, а не над Невой, он смотрится великолепно. В советское время монастырь был разорен, и его пришлось долгое время реставрировать и приводить в порядок. Весь двор окружен служебными корпусами, построенными в разное время. Самая старая – белая трапезная палата XVII века. Сейчас в братских корпусах не только хозяйственные помещения, но и монастырский музей наследия преподобного Нила, где хранятся старинные иконы, интересная богослужебная утварь и, главное, уникальная деревянная статуя Нила Столобенского XVIII века. По бокам от собора надвратные храмы, их тут сразу два. Один повыше, Петропавловский, а второй пониже, в честь Нила Столобенского. Через ворота этой церкви можно выйти к Архиерейской пристани, самой живописной части берега. Пристань служила для приема особо важных гостей. Она была построена в 1814 году. Отсюда гости поднимались по широкой лестнице к собору, а сейчас местные лодочники считают своим долгом, катая туристов, с шиком пролететь по воде рядом с красивой аркой пристани. Но комплекс вокруг Большого собора не единственная часть монастыря. На другом конце острова скромно стоит изящный белый Воздвиженский храм. Император Александр I, посещая монастырь, обратил внимание именно на эту церковь, построенную осташковскими мастерами. Рядом памятник Амвросию Матвееву, участнику Первой мировой войны, погибшему в бою. Он был полковым священником, но после гибели был похоронен в своем монастыре. Огромный комплекс настоятельского корпуса, украшенный роскошными парными резными колоннами и готическими шпилями, модными в XVIII веке, тоже смотрится по-столичному. Никто бы не удивился, увидев такое здание в Петербурге или Москве. Хоть корпус и старше собора, но вместе они смотрятся очень органично, как будто строились одновременно. Раньше у монастыря была еще и каменная ограда. От нее остались только фрагменты. В XVIII и XIX веках здесь была капитальная реконструкция, и комплекс приобрел вид, близкий к нынешнему. На острове есть небольшая бухточка. На ее берегу стоят служебные постройки попроще – амбары, судоремонтные мастерские, пекарня. Хозяйство у монастыря было обширное. Ловили рыбу, выращивали овощи, пекли хлеб. Были здесь даже свои монастырские пароходики, возившие паломников из Осташкова. Паломников сюда стекалось бесчисленное множество, всех надо было принять, разместить и накормить. Конечно, огромная доля прелести этих мест в самом местоположении. Селигерские плесы вокруг монастыря, живописные островки и бухточки, заросшие лесом берега – все это делает поездку сюда незабываемой. Гостиниц и баз отдыха здесь великое множество, самых разных уровней. Дороги неплохие, а катание на лодке вокруг Ниловой пустыни доступно каждому и производит неизгладимое впечатление, как и вид с монастырской колокольни. В каждом выпуске мы рассказываем о необычных и интересных местах. Подписывайтесь на канал, пишите, о чем еще хотели бы узнать, смотрите и путешествуйте.